Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что идет в вашу жизнь до конца августа? Давайте с вами узнаем, с чем это будет связано или с кем. У кого-то может быть и так. А вообще, почему я решила сделать это видео и делаю его несколько раньше? Казалось бы, еще достаточно дней до конца августа. Дело в том, что в 20-х числах у нас произойдут смена энергии. И если до 25 числа у нас Венера находится в знаке зодиака Рак, это более эмоциональная вовлеченность, когда мы хотим любить и быть любимыми, когда мы занимаемся вопросами дома, семьи. И здесь нам хочется и неги, хочется и заботы, и ласки. Вот такие очень добрые энергии. И, соответственно, августу, если добавить сюда отдых, ну, это шикарно. Но 25 числа Венера переходит в знак зодиака Лев. И это уже другие энергии. И если прежде Венера в Раке, мы бы говорили, потому что люблю, то Венера во Льве, мы спрашиваем у себя, какой смысл. Это более такие эгоцентричные энергии. Мы по Венере во Льве видим два направления. Первое – это финансы, второе – личная жизнь, но с позиции еще каких-то наших желаний и достижений. Все же Лев. Мы говорим, у вас выпадают две карты, вот и правда. У кого-то вопросы личной жизни. Может быть, еще и вопросы выбора в других сферах. Если мы говорим о Льве или Венере во Льве, я сказала, это финансы. У кого-то, может быть, и вопросы работы, тоже своеобразный выбор есть. И, в принципе, вот эта карта, она будет больше говорить о том, что сепарация только иллюзия. То есть тут нам нужно что-то совмещать, тут нам нужно не отказываться, отстраивать новые формы сотрудничества или новые формы взаимодействия, может быть, даже с нашими близкими. Потому что по восьмерке мечей мы тут, если начнем анализировать, то мы и подзастрянем. И, кстати, по поводу этого. Следующий транзит, второй, это у нас 23 августа. У нас Солнце переходит в знак зодиака Дева. И это критическое мышление. Именно критическое мышление нам позволяет расставить все по местам. Определиться в некоторых вопросах. Если мы сказали, какой смысл, да, по Венере во Льве, то Дева нам создает такую форму, нам приходится как будто делить на то, что мы бы хотели, и каковы наши ресурсы в дне сегодняшнем. Не замечтаться призывают вот эти энергии солнечные в Деве, когда вот есть какая-то реальность, ее за пояс не заткнешь, ее никуда не денешь. И вы знаете, нас словно пространство Вселенная перезагружает в какой-то новый ритм. Самые последние дни или последняя неделя августа месяца, она может быть связана с тем, что мы должны именно что-то переосмыслить. И почему? Последующие месяцы, они будут или могут быть достаточно непредсказуемыми, турбулентными. Будет очень важно сохранить тепло собственной души, огонь в своем сердце, да, может быть, это маленький какой-то огонек, потому что внешние силы, внешние события, обстоятельства последующих месяцев будут пытаться воздействовать на нас, как будто хочется кому-то затушить этот огонь, мои дорогие. А вот мы должны это поддерживать. А последующем, 26-й год, я часто говорю об этом, это год огненной лошади, там вообще время может быть непредсказуемое. Такое, знаете, ты будешь планировать, а потом перепланировать, может быть, 10 раз после этого. Мы к этому должны подготовиться, и поэтому в моих видео часто звучит 2025 год. Это вторая половина, особенно период адаптации. Поэтому, ну вот, переложите все то, что я сказала, на свою жизнь, и, может быть, эта информация вам будет полезна. Вот не гнать мысли, которые могут нас посетить во второй половине, ближе к концу августа. Итак, так вот в связи с этим, что же идет в вашу жизнь? Может быть, вам высветят какую-то проблему или какой-то вопрос карты. И вот смотрите, четверка кубков. Это мы чего-то не видим или не хотим видеть, не хотим осознавать. Вообще, я бы сказала, мои дорогие близнецы, вот то, что вас сейчас не устраивает, или то, почему вы сожалеете, как будто это нужно как минимум обдумать или увидеть в другом ракурсе. Или когда вы кого-то ждете, правда, вот интересно, совершенно неожиданно, мои дорогие близнецы, и для вас доброе время.
Но тут и нам эмоции показывают. Вот эти две карты – это то, что основано на эмоциях. Мы можем сожалеть о том, что кто-то не придет, вполне вероятно. Или о том, что было сделано, пройдено, какой-то путь пройден в предыдущий период. И вот теперь мы словно не видим продолжения. На самом деле продолжение есть. И карты нам снова говорят о том, что ты так несколько подзастрял в каком-то своем узком пространстве или в своем видении, в своих эмоциях. Ведь это карта искаженного восприятия. Солнце уже на горизонте. А девушка, она даже туда и не смотрит. Вот какие-то многочисленные дневники, записки, бумаги. Может быть и правда кто-то из вас пишет дневник, что-то анализирует с помощью бумаги. Ну вот как будто это нужно завершить. И не ждать, когда это закончится само. Есть явно какой-то анализ, может быть, даже ситуации, которую вы пытались провести. Но, знаете, тут это сопряжено с эмоциями. А выход-то он как будто в другой стороне, как этот паж держит кубок. Так что же это идет? По вот этим картам ничего не идет. И у вас, мои дорогие близнецы, есть выбор. Может быть, как самому подняться, да, вот с этого топчина, и в реальности увидеть, что же происходит. У кого-то это будет ситуация в личной жизни, сожаление, может быть, даже что-то вы сделали не так, в чем-то вы ошиблись. Так вот, мои дорогие, вы можете переиграть. Финансы. Если по финансам были какие-то сожаления, хорошо, делаем выводы, идем дальше, это же финансы. И опять же, шестерка пентаклей – это как помощь высших сил, помощь ангелов. И я могу переложить эту карту, к примеру, на такую ситуацию – может быть, вам нужно сделать первыми именно начальный какой-то шаг или первый шаг, да, и вы раздумываете, ждете, когда человек откликнется. Может быть, и если есть какая-то заноза в вашей жизни, когда вы понимаете, ну да, вот ну, он погорячился или погорячилась, надо было сделать как-то не так. Но теперь, вы знаете, если вы уже подвели какую-то демаркационную линию в своей жизни и понимаете, что да, вот это мне мешает. Самое время переиграть, пересмотреть. Может быть, иметь контакты с конкретным человеком или прояснить какой-то вопрос, и словно высшие силы вам помогают установить в первую очередь баланс. Я могу это тоже отнести как и к финансовому вопросу или к финансам по части каких-то, может быть, вы не договорились, не согласовали, может быть, и ну, где-то и упустили что-то. Вот и тут же по-разному можно это трактовать. Опять же, это все эмоции. Вам дает возможность в конце августа Вселенная, пространство, что-то настолько хорошо исправить, когда вы себя будете благодарить последующем очень долгий период времени. У вас как перезагрузка в жизни может произойти. Очень добрые энергии. И вообще это карта финансового успеха, если мы будем так говорить. Но часто за счет баланса шестерка пентаклей говорит о том, что договориться так мы как раз можем. Ладно, давайте мы немножко проясним каждую карту. Вот такие энергии идут. Так вот, с чем связана четверка кубков? Это нам про что? Какую ситуацию нам обрисует? Смотрите, вообще добрый аркан, мир. Тут прям, скажем, эмпатия, доброта сама по себе пытается войти в вашу жизнь, а вы как будто этого не видите. У нас же человек изображен, смотрит в прошлое, смотрит в три пустых кубка. А тем не менее нам приносят полный. И может быть этот полный наполнен амвросией божественной. А мы ведь и не видим. Мы даже туда и не смотрим. А 21-й старший аркан говорит и о примирении, и о возможности вообще договориться в самых разных старший аркан, в самых разных областях жизни. Добиться успеха может быть по части работы, потому что ведь для кого-то из вас это старший аркан будет говорить о какой-то рабочей ситуации, откуда к вам приходят деньги. Может быть, для кого-то и личная жизнь, а для кого-то путешествие или какой-то переезд, может быть, вы тоже наметили, и у вас не получается ваш план, или что-то там не складывается как пазл в каких-то деталях. Вот, мои дорогие, оставьте детали. Тут, если видеть более глобально, вопрос, проблему, такая практически у вас дело в шляпе или дело уже решенное в кармане. А мы не видим, опять же, мы ничего не видим. Ни вот этой карты мир, ну или будем говорить вот этого мира, этого какого-то итога волшебного. Когда мы, вот посмотрите на эту девушку, расслаблена, это Таро ведьмочек, она
Шляпу свою бросила, не надо мне, ни шляпа мне ничего, не надо, мне так хорошо. И здесь могут быть и вопросы дома или каких-то важных согласований, переездов, покупки, продажи недвижимости, может быть, подготовки к переезду куда-то, ну, самые разные направления. Или это будет карта говорить по делам рабочим, где-то и финансовым тоже. Или, может быть, и личная жизнь. С чем это связано? Вы действительно чего-то не видите. Это вот то, что вы видите. По пятерке мечей это какая-то конфронтация, она вам точно не помогает. И карта «Мир» перекрывает пятерку мечей. И если вы сами увидите эти возможности, или, может быть, кому-то, я больше вижу, сделайте шаг навстречу. Как будто вы можете думать, что время ушло, или вы чего-то упустили. Так если действительно вы понимаете, что в этот период времени вы честны сами с собой, но что-то вы или сделали не так, или сказали не так, или ну, был какой-то нюанс, который вам бы хотелось переиграть. Но это вот нам хочется, но мы же не смотрим как по сторонам, или мы не видим вокруг себя какого-то горизонта, а он безмерно большой, безмерные какие-то возможности. Вот вам чего-то нужно не упустить. И именно из-за того, что по пятерке мечей каждый ведь настаивает на чем-то свое. И пятерка мелкая карта, а напротив нее карта мир. Ладно, с чем это связано или какое продолжение может быть? Мы можем ничего не делать, четверка пентаклей, мы можем просто сидеть и ждать. Хорошо, и что мы в этом случае дождемся? По тузу пентаклей возможность, тем не менее, есть. Это может быть и, вы знаете, я больше вижу так, что все же четверка пентаклей мы сохраняем. Есть определенно какая-то тема, мои дорогие близнецы, которую нужно сохранять. Может быть, это связано с работой, с деньгами, с домом, недвижимостью. По четверке пентаклей идет наше в целом благополучие. В каком-то эквиваленте, неважно, у кого-то поменьше, у кого-то побольше, или возможности у нас все разные, у всех. Так вот, по тузу пентаклей нам как будто нас что-то толкает в спину и говорит, ну не бездействуй. Посмотрите, волшебные карты. Тут словно мир, вселенная, пространство за вас, мои дорогие близнецы. Это есть какая-то интересная история, может быть, из королевы жезлов. И неважно, чего она касается, либо согласований по работе. Может быть, это у кого-то юрист-адвокат, может быть, это у кого-то любимый человек, для мужчин любимая женщина. Мои дорогие девочки, может быть, это и вы сами, и вы притягиваете в этот период словно внимание противоположного пола. Это вы хотите тоже что-то, с одной стороны, для себя решить, но, знаете, тут может быть такой момент, когда и от чего-то и не отказаться, или не настаивать на своем. Все же, опять же, какую-то аналитику нам карты говорят, нужно провести, потому что этим и сильна королева жезлов. Она правильно работает с информацией раз и правильно распоряжается деньгами. И она не выпускает возможности, самое главное. Может быть, первые шаги какие-то осторожные вам нужно сделать. Я все-таки вижу так. Почему? Тут пентаклей. Это начало-начал. Или то зерно наших будущих побед, которые мы, ну, буквально садим в землю. Может быть, это и правда финансовая ситуация, когда посадим один пентакль, а получим потом денежное дерево. Но передумать что-то мы должны, опять же, передумать приходится. Или где-то разобраться с собственными эмоциями, мои дорогие. Ладно, очень интересно. Такое начало и вот какое продолжение. И я должна сказать, да, по эмоциям мы можем так это нагнетать или нагнать на себя больше мрака, если что-то не сложилось, или в какой-то нерешительности замереть. Вот четверка как раз и говорит кубков об этом. Хорошо-то как, к чему это все идет? Пятерка жезлов. Карта информационного хаоса. Вы можете где-то искать дополнительную информацию. Но главное по пятерке жезлов, вот смотрите, опять же пятерка, мелкая карта. Вот это может быть самая заноза, которая послужила как и внутренним сомнением, может быть, ссоре, недопониманию. Тут конкретно нам карта говорит, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Тут именно какое-то согласие нужно получать. К чему все идет? Десятка кубков.
Все то, что я говорила. Посмотрите, много карт, которые перед вами пытаются как показать, продемонстрировать жизнь. Ты можешь вот просидеть вот так, и ничего не будет меняться. И вот эти две пятерки. Есть первая победа, да, мы застряли. Или причина этого в том, что мы что-то считали абсолютно правильным в какой-то прежний период времени. Мы никому ничего не доказали, но как будто конфликт состоялся. Или пусть явного конфликта не было, но люди расходятся. По пятерке мечей каждый остается при своем мнении. И нам говорят, что явно эта конфронтация, недопонимание никому не помогают, ни одной из сторон. Потому что, опять же, у каждого свое мнение. Все будет заключаться в том, как мы сумеем договориться, установить, вот, по сути дела, этот мир. И по пятерке жезлов, если мы будем где-то снова возвращаться в прежние энергии или искать себе оправдание, кстати, мои дорогие, то мы никогда можем не достичь вот этого баланса, равновесия, или мы не увидим этих возможностей. Мы так и останемся сидеть вот на этом сундучке. И вроде бы, да, есть какая-то база по четверке пентаклей, есть что как бы сохранять. Самих себя, может быть, какую-то финансовую стабильность. Но это меркнет по сравнению, даже карта сама, да, такая темновато-серая. Вот она меркнет по сравнению с теми возможностями, которые вам дарит судьба. Карта мир, старший аркан, туз пентаклей и десятка кубков. То есть это настоящее чувство, это любовь, забота, это теплый уютный дом, это решение многих вопросов. Вообще, я бы сказала, это радость, это счастье в жизни. И как бы мы тут не перекладывали некоторые отношения, может быть, даже на составляющую финансовую, есть то, что незримо бесценно именно, то, что не оценится только лишь с позиции денег. Вот как будто вас карты немножко поворачивают или разворачивают, мои дорогие близнецы, в сторону эмоций. И есть какой-то эмоциональный пролапс, хочется сказать. Ну или что такое пролапс? Это провисание, я уже по привычке, извините. Вот что-то у вас провисает именно в эмоциональном плане, а жизнь вам дарит совершенно другие возможности. Или давайте переложим для тех, кто один или одна. Но если ты и будешь сидеть вот так, так что будет? Ничего. И ты упустишь эту возможность. Ты еще глубже закопаешься в свои эмоции, в свои рассуждения, в какую-то совершенно ненужную философию. А жизнь, она как за окном проходит, понимаете? И вы упускаете вот именно, пусть это дело случая, а ведь и правда, познакомиться, встретиться, завести новых друзей. Мы не говорим о чем-то глобальном, что вышел и вот прямо за первым поворотом встретил свою любовь. Нет, это, наверное, ну, может и бывает, но в большинстве случаев мы где-то входим в какой-то для начала в другой или социум, или в другой коллектив, или расширяем горизонты собственных контактов. Ладно, давайте узнаем, что тут девятка мечей. Еще одна карта, да? Почему вот это? Вот откуда эти мысли? И что же идет в вашу жизнь в связи вот с этой грустью какой-то, серостью, печалью? Да вот правда, даже не хочется дальше карты тянуть. Смотрите, восьмерка жезлов. Карта скорости, карта того, что вы набираете темп, карта возможностей. Карта «не упусти момент», говорит, вот. И буквально, может быть, надо встать, отряхнуться и пойти. Еще раз повторяет эта карта. Посмотрите, тройка мечей. И в этой колоде уже все, этот топчан пустой. Если тут еще нам девушка показана, а здесь по тройке мечей мы подводим итоги. Любая тройка – это карта будущего. И вот здесь нам художник очень правильно прорисовал, что все, нет человека. Вот этот макет сердца, разбитое сердце, как будто сам человек, так вот, ну, может быть, как метафора, аллегория, воткнул 3 меча вот в этот макет, встал и вышел, бросил этот дневник, разлитые чернила вообще. Это не имеет никакого значения. Вот вам какие-то либо эмоции, мои дорогие близнецы, либо тут же вот правда критическое мышление по Солнцу в Деве нам правильно дает возможность оценить обстановку, оценить отношения, оценить, может быть, мы лопухнулись где-то, ошиблись, да, в предыдущий период. С кем не бывает.
Мы ведь люди. 100 раз ошиблись, ну еще 100 раз ошибемся. Тут нужно допускать, позволять себе эту ошибку и быстро переигрывать. Ваша планета управитель Меркурий. По вашей части тут быстро все переиграть. Главное, я вижу, что если вы делаете первый шаг по выходу, либо вот из такой комнаты или из какого-то сожаления, может быть, в отношениях, может быть, это где-то по работе. Когда вы что-то переигрываете, возвращаете назад, или пусть это там не на 100%, но я тут вижу, тут совершенно по-другому как-то может пойти. Может быть, это и по работе, или по какой-то ситуации, когда, если вы не можете что-то вернуть, вот ситуация, да, или человека не можете даже вернуть, потому что тут по разным причинам. Ну, не придет человек, или не может быть какой-то союз продолжен, опять же, в силу причин конкретных, да, и, может быть, достаточно сложно тяжелых таких эмоциональных. На этом жизнь не заканчивалась, и мы должны идти вперед. К чему это все идет? Ну, посмотрите. Нет, все-таки нам тут, опять же, куда-то нас назад возвращают карты по шестерке кубков, правда? Предлагают вам как будто сделать первый шаг. Установить баланс. И любая шесть – это всегда победа. Поэтому у вас, мои дорогие, шестерка пентаклей, шестерка кубков. Как будто и говорит, тут две победы, как по Венере во Льве. Или, может быть, еще пока вы смотрите видео, до 25 августа Венера в Раке примирится. Почему нет? Вот подумайте об этом. Давайте, что идет в вашу жизнь, мы с вами спросим по шестерке пентаклей. Или к чему это все идет. Ну вот мне даже нечего добавить. Вот так наш расклад с вами, мои дорогие близнецы. Я думаю, что я изложила, зачем я делаю этот прогноз немножко раньше, чтобы, если что-то подобное в вашей душе, в вашей жизни происходит, вы поняли, что это вы маги-волшебники. Вы тут можете настолько красиво, элегантно, гармонично исправить какую-то ситуацию или выйти из одиночества, или с кем-то помириться. Но карты говорят, что все-таки вы, понимаете, тут самое главное не ждать, иначе ничего не меняется. И даже не зная карт Таро, эта колода, она такая очень емкая, говорящая, это становится понятно, какие энергии и на что мы можем поменять, чтобы быть счастливыми, чтобы быть, ну, более ресурсными, безусловно. Карта мага, как вершина, завершает наш прогноз и говорит, что для тебя нет ничего невозможного. Но решишься ли ты на этот первый шаг, зависит от вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Совершенно неожиданный прогноз. Ну, правда, бывает и так. Буду благодарна вашим комментариям. Перекладывайте на себя. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.